уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Активный призыв против ЛГБТ, который почему-то не был услышан. Митрополит в Чехии получил свободу, но следствие все еще продолжается. Это тот, у которого нашли много какого-то замечательного белого порошка. Возможно, это был снег. Удар по школьнице произошел, то есть просто взрослая женщина решила физически наказать чужого ребенка. Ну, этого все больше и больше становится. Понятно, откуда все это берется. Потому что пропаганда насилия, в каких бы целях она ни делалась, она всегда приводит к одним и тем же результатам. Побег осужденного, арест имущества релокантов, визит Тихановской. Здесь довольно любопытно было обыграно. Зеленский сказал, что со стороны Беларуси было предложение какого-то представителя официального, уважаемого, прислать в Украину, чтобы поговорить. И Зеленский сказал, да, конечно же, вот оно и произошло. И улыбнулся, поклонился Тихановской. Ну, в общем, не без чувства юмора. Теперь давайте пройдемся подробнее. Не забудьте подписаться. Это и поддержка, и, собственно говоря, сами понимаете, для канала хорошо, для меня приятно. Пишите, что думаете. Лайки, дизлайки. Тоже мне для ориентирования, насколько точно попал. Комментарии крайне полезны, потому что по ним иногда оцениваю, насколько, какие темы наиболее важные для вас. Так что здесь совместная работа. Но пойдем по этим новостям уже поподробнее. Призыв против ЛГБТК+, в середине мая уполномоченный по правам человека, какого-то человека, видимо, конкретного Чечни, Мансур Салтаев опубликовал в Телеграм видеообращение. Он призвал евроичкерийцев выйти на митинги и одиночные пикеты против ЛГБТ в странах, где те находятся. Через 2 недели никто никуда не вышел. И просто он расстроился, я даже не знаю, как его поддержать. Салтаев сообщил, что на призыв никто не пришел. Говорит, что это как-то... Вот, значит, в обращении он критиковал Руслана Кутаева, это тот, кто в ПАСЕ залез и начал рассказывать о том, как, ну, я своими словами, очень укороченно, нафиг мне его долгие блеяния, он там пытался, то так говорил, потом меня не так поняли, но суть в том, что убийство чести, он считает, что это нормально, все, кратко. Его оттуда, естественно, пнули сразу же, причем после этого он пнутый такой, пытался как-то упнуться обратно, рассказывал о том, что его не так поняли, а вот этот омбудсмен по правам, он говорит, что это он там, значит, начал извиняться, все, он там правильно сразу сказал, в общем, хороший омбудсмен. Так что он даже поругал вот этого Кутаева и высказался о правозащитнике. Кстати, Кутаев достаточно любопытная личность, это тот, кто рассказывает о том, что диаспоры не сами появляются и взятки раздают, продавая продажных предателей в виде полицейских, а то, что это полицейские их создают диаспоры, чтобы, если нужно, они поддержали, там, не знаю, действующее правительство или еще как-то, ну, то есть в интересах власти. Ну, довольно интересный тоже был. Вообще, я не знаю, кто им это все придумывает, все это не очень логично звучит, но его поймали, когда он на брекфасте был на канале, о том, что, ну, как вы относитесь, я консерватор, да, вот, к насилию в отношении людей, женщин, девушек, и он начал активно поддерживать их истребление, так понял, ну, как бы все так поняли. Ебубакаре Янгулбаеве. Янгулбаев в эфире сказал, что в обществе человеку, если бы он был геем, было бы тяжело жить. Митрополит, давайте переходим дальше, тут все и так понятно, это разбирали уже достаточно подробно. Митрополит в Чехии. В Чехии остановили машину, такое напоминание небольшое, митрополита РПЦ Илариона. Иларион, видимо, очень радужно и светло улыбался, наверное, когда его остановили, и обнаружили в багажнике контейнеры с веществом, которое экспертиза признала запрещенным. Ну, там экспертизу провели, то есть оно реально запрещенное, но вот его почему-то отпустили. Однако священнослужителя и сопровождавшего его человека, тоже, возможно, как-то, ну, очень радостно, возможно, улыбавшегося, отпустили без предъявления обвинений и без ограничений. Ну, не знаю, во что это выльется, как-то не очень пока понятно. Залог не требовали, подписки или запрета на выезд. Может, они хотят, чтобы они побыстрее уехали улыбаться туда, откуда они приехали, уж не знаю. Чешские власти продолжают пока
расследования. Защита митрополита настаивает, что он не причастен и требует проверки обстоятельств досмотра. Ну, короче, суть в том, что может, это не он белое что-то положил, может быть, это белое что-то положило его, может, он уже и стоять не мог. Короче говоря, то есть, ну и что нашли порошок? Ну, дальше что? А он-то здесь при чем? Просто он едет, у него в багажнике там порошок, и вот такая логика. Ну и что? Ну и что, он что, за каждый багажник не будешь отвечать, понимаете ли? В желудке у него, может быть, там не было, значит, все хорошо. Нос белый, нос белый, ничего. Проверяйте носоглотку всю. Ну, в общем, короче говоря, такая своеобразная логика. Что касается школьницы. Странная какая-то женщина проходила мимо, сделала замечание, 37-летняя, вступила в конфликт с 13-летней, то есть нашла себе соперницу, девочкой из-за прогулки с собакой без пакета для уборки экскрементов. То есть это просто что у нее с головой? Какие экскременты? Просто в прошлой новости мальчик в дороге утонул. В дороге, он шел по дороге и утонул. То есть по пояс, слава тебе, Господи, живой остался. То есть нету дорог, дома разваливаются, МПЗ горит, она... Что-то у вас какашечку не убрали. Слушайте, может, она себя имела в виду? Я вот только сейчас подумал, а ведь она, наверное, имела в виду, что она устала жить в свои 37, никакого толку от нее нет, она бесполезная, бестолковая. И она, наверное, обратилась к девочке, наверное, слушай, вот твоя собачка нагадила мало, а вот меня нагадили много. Может быть, дело было в этом. Она расстроилась. Женщина требовала убрать за питомцем, снимала происходящее на телефон. По версии матери ребенка, но еще раз, вот защищайте ребенка, потому что сейчас нагнетается. Не просто так существует понятие окно Эвертона, ну как бы существовало, пока его с ноги не выбили. Это то, что политик не должен говорить о чувствительных темах, о тех темах, которые могут разжигать национальную рознь. То есть нельзя, чтобы президенты или премьер-министры говорили о том, что где-то фашисты, или где-то националисты, или дать кому-то двушечку. Почему? Потому что люди разные. Разный уровень интеллекта, разное восприятие, разная такая покорность. И кто-то может воспринимать это, да вот как-то президент, я не помню, несколько сроков назад был какой президент в России, он где-то, в 2000-х годах, кто там был президент, уж даже не помню, в районе, может быть, 2005, 2006, 2007, где-то там, в начале миллениума. Он что-то сказал про голубых или еще что-то, что они плохие, ему не нравится, что-то они ему сделали не очень хорошо, и, видимо, как-то осталось неприятно у него, значит, осадок, и он, так там убили где-то в периферии, то есть вплоть до убийств, он сам сказал, ему не понравилось, значит, давайте наказывать. Почему, да? Поэтому нельзя какие-то вещи, для этого есть структуры. Структуры должны заниматься вопросами, а не на всю страну озвучивать как, словно, какую-то цель. Потому что, еще раз, люди будут воспринимать по-разному, это всегда было известно, но сейчас это как-то то ли неизвестно. Почему? Я вот на эту женщину, может, произвело впечатление, потому что все время говорить не о том, что вот есть хорошие инженеры, есть хорошие преподаватели, много разных профессий. Нет, все время говорить, смотрите, какие хорошие солдаты. Это солдат создан для того, чтобы убивать. Как ни крути. То есть, просто так нельзя делать. Потому что все будут как-то не очень это, каждый по-своему это будет воспринимать. Они решат, кто-то боится в окопе сидеть, очень многие, все примерно. И они поэтому начнут это на улице делать. Уже сколько выстрелов из окон. Вот это опасная, мне кажется, такая практика. Тем не менее, вот напала она на того, кто слабее, потому что она трусливая, она будет бить тех, кто слабее. Может быть, ее муж бьет ногами, она же понимает, что с мужем не справишься. Он же может и еще чем-то тяжелым огреть. Поэтому она выбрала чужого ребенка, стукнула его. Затем девочка получила удар по голове, убежала, была госпитализирована с сотрясением. Представляете, что с этой вот ненормальной? Женщина заявляет, что не прикасалась. Она говорит, не прикасалась. Понимаете, у нее, похоже, тоже кто-то приложил очень хорошо, то есть она еще и не помнит, наверное. И подала встречное заявление о ложном доносе. Замечательно. Вот то есть сотрясение мозга, раз говорят, значит, наверное, это было освидетельствование. Не знаю, может быть, еще что-то новое появится, как-то очень странно. Полиция принимает заявление родителей. В общем, кто-то кого-то пытается оправдать. Тем временем побег осужденного в Ленинградской области разыскивают 41-летнего Андрея Кирко, осужденного в 23 году к 25 годам за ряд тяжелых преступлений в Петербурге и известного как Сосновский маньяк-душитель. Это герой боевой СВО. Его взяли на СВО, и он поехал, сбежал и побежал душить. Так что будьте осторожны, если вас не забьет какая-то ненормальная на улице вашего, значит, маленькую какую-нибудь вашу девочку, то он закончит эту работу. По данным СМИ, в 2024 он заключил контракт с Минобороны, был направлен в военный госпиталь. В начале осени 25-го, там, наверное, всех передушил, он сбежал из госпиталя, что там делать, там все лежат задушенные. По информации издания, Минобороны объявила о розыске лишь к маю 26-го.
Пишите, кто у вас в городе, у кого в городе стало потише, может он проезжал мимо. А полиция была уведомлена позднее. МВД и военные продолжают поиски. Ну, они побаиваются, наверное, искать, он же их задушить может, и вот так-то вот, да, хочется им посочувствовать. Тем временем арест имущества релокантов. На фоне всего этого ключевой вопрос, чем бы таким заняться в Госдуме? Арестом имущества релокантов. Госдума приняла закон, который позволяет арестовывать имущество лиц, уехавших из России. Вы сделаете, чтобы оставшийся хоть один живой остался. Вот так хочется, да, обратиться. Если им инкриминируют правонарушение против интересов РФ. Интересы, вы кого РФом называете? Вот этого, которого вы отпустили, у которого 40, вот этого Кико, вот этот, вы его, о нем, он что? Что, мне его надо назвать хорошим или как? Я просто вот так вот, да, перекладываю на себя-то. МВД и военные, значит, закон, который позволяет арестовать имущество лиц, уехавших из России, если им инкриминируют правонарушение против интересов. То есть этот Кико, он в интересах. В перечень правонарушений включили дискредитацию армии. Кико. А как его можно дискредитировать? Как его можно дискредитировать? Назвать нормальным человеком, это, наверное, это дискредитировать. Призывы к санкциям и пропаганду нацистской символики. Да. Ладно, особое внимание депутатов к деятелям культуры. Я не знаю, у Кико, может, и нет символики-то. К деятелям культуры. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался, еще раз говорю, вот на фоне всего, в поддержку инициативы. Тем временем визит Тихановской, ну тут вроде никого не призывают убивать, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Киев с первым официальным визитом 25 мая. Визит проходит в рамках международных контактов и встреч с украинскими официальными лицами. Ну и Зеленский, так сказать, позволил себе иронию, на мой взгляд, чувство юмора есть. То есть это не какие-нибудь пошлые анекдоты, хорошее, качественное, вполне себе интеллигентное чувство юмора. Ну, интеллигент, да, и так далее, то есть связанное со словом интеллект. Вот, друзья мои, берегите себя, процветания вам и вашим близким, мудрости и здоровья. Увидимся.